17 часов в московское время. Здравствуйте всем, кто пришел на YouTube-канал «Популярная политика» послушать и посмотреть программу «Честное слово». Меня зовут Нинор Себашвили, и сегодня у нас в гостях писатель, журналист, поэт Дмитрий Быков. Я очень рада приветствовать Дмитрия Львовича. Буквально полминутки еще украду и напомню вам о очень полезных ссылках, которые у нас есть в описании, о том, что в этот раз я попробую читать чат, и я даже увидела очень интересный вопрос от Светланы Сергеевны, и обязательно его Дмитрию Львовичу задам. Но сначала мой вопрос. Дмитрий Львович, здравствуйте, во-первых. Здрасте, Нина, здрасте всем. Здрасте. Вчера мы вдруг услышали неожиданно мягкую, возможно, риторику со стороны российских властей о том, что будут сокращаться объемы военной силы, которые двигаются, во всяком случае, например, в киевском направлении. И что началось в пропагандистских телеграм-каналах? Вой стоял на весь интернет. Дмитрий Львович, хотят ли русские войны? Хотят. Я вам больше скажу. Я любил Евтушенко, и, невзирая на все претензии к нему, ценил и это стихотворение. Но оно мне всегда казалось невыносимо фальшивым, напыщенным, вот на землю горькую свою. Русские хотят войны и умеют ее лучше всего другого, лучше строительства. Да? Если у них нет войны внешней, они занимаются войной гражданской. Это такой национальный миф, да, Мишка, медведь, да, мы хорошо умеем играть на балалайке, но нас не надо дразнить, дотыкались палкой в русском медведе, писал тут один подонок. Ну, в общем, этот миф о воинственности русских, вернее, о том, что они большие профессионалы именно в войне, он прикрывает такую страшную дыру, страшное сияние внутри. Неумение заниматься ничем другим, отсутствие эмпатии, отсутствие любви, нелюбовь к строительству, к зданиям, ну, к строительству всемирного здания культуры, как называли это Стругацкие. А воевать легче, ненавидеть легче. Поэтому определенная часть духовно неразвитых людей, не все, конечно, русские, а те, кто озабочены созданием национальной мифологии, они настаивают на войне до победного конца, а потом на Брюссель. Для них война не прекращается никогда. Завоюют мир, будут истреблять друг друга. Истребят друг друга, а последний истребит себя. Ну, так выглядит эта мифология с их точки зрения. Разочарование исходом спецоперации очень сильно не только в России, оно сильно и в Украине. И это, естественно, потому что победы в обычном смысле, то есть полного истребления и покорения противника, быть не может. Это понятно. А ничто другое не утихомирит и не утешит воинственных людей ни с той, ни с другой стороны. Но надо помнить, кто это начал, вот и все. Я правильно вас поняла, что украинский народ тоже хочет воевать? Почему вы так думаете? Я не говорю про украинский народ, это не моя компетенция, но огромное количество людей, которых я наблюдаю, не удовлетворены исходами перемирия. Им кажется, что это перемирие унизительно для Украины. И, в общем, я скорее разделяю точку зрения тех украинцев, которые говорят, договоры с Россией на сегодняшний момент не стоят той бумаги, на которой они написаны. Тем более бумага подорожала, как мы знаем, в России. Действительно, надеяться на то, что кто-то отведет войска от Киева или прекратит, на самом деле, интенсивные обстрелы, Джозеф Байден уже сказал, младший, подчеркиваю, никаких абсолютно свидетельств перемирия мы пока не наблюдаем. Читать декларации о намерениях мы будем, когда увидим действия. Дмитрий Львович, а как так получилось, что война заполнила собой этот вакуум? Я понимаю, и вы сами объясняете, что война — это просто и легко, война не надо думать, не надо создавать, но сколько было это очень примеров обратного? трудно, но это трудно для человека, которому дорога жизнь. А для человека, которому дорожить нечем, это милое дело. Понимаете, для того, чтобы росли культурные растения, за ними надо ухаживать. А для того, чтобы росли сорняки, не нужно никаких усилий. Вот милитаризм – это такой сорняк, который растет сам собою. Это та мерзость, которая заполняет культурный вакуум. В России этот культурный вакуум был еще при Ельцине. Я очень хорошо помню, как нас учили: пишите проще, не грузите читателя, обывателю нужно развлекаться. Вот его развлекали. И на самом деле практически полное исчезновение, практически полный cancel российской культуры, который сегодня так беспокоит культурных патриотов. Ах, а как же Чайковский, а как же Чехов? Ведь это началось в России 90-х годов.
когда культура вытеснялась из всех пространств, когда для нее построили маленькую резервацию на канале «Культура». Я хорошо помню, как Михаил Швыдко мне говорил, я никогда не смирюсь с тем, что канал «Культура» рассматривается как резервацию. Но тут мирись, не мирись, а он стал резервацией. Действительно, все остальное было заполнено разнообразной умца-умца. И, конечно, в этих условиях процвел милитаризм, самообожание, национализм, как самая примитивная идеология, когда гордиться надо не тем, что сделал, а тем, где ты родился. Все это не вчера случилось. А вы как будто сейчас отменили и себя, потому что вы возникли в этой культуре. И Дмитрия Глуховского, Улицкую, например, огромное количество. И всех, кто вас читает. Меня и Дмитрия Глуховского. Я просто к тому, чтобы у всех своя вполне аудитория. При всем уважении к нему, Дмитрий Глуховский как раз представитель массовой культуры, к чему я никогда себя не относил. Успешной, качественной, но массовой культуры. А что касается меня, так я был отменен очень давно, я всегда здесь существовал на положении маргинала, причем маргинала трижды. Маргинала как еврея, потому что этот национализм меня преследовал всю жизнь. Маргинала как человека, занимающегося более-менее серьезной культурой. Ну и, наконец, маргинала как либерала, потому что слово «либерал» здесь стало ругательным без всякого понимания его смысла. Да, я чувствовал себя здесь изгоем, и, собственно, об этом вся лирика моя написана. Я совершенно не полагал себя принадлежащим к мейнстриму. Мейнстримной фигурой меня считали только еще большие маргиналы, вроде Дмитрия Шушарина. Простите за его упоминание в приличном обществе. Ну, нормальная вещь, ничего страшного. Я хочу задать вам вечный вопрос, а что же тогда делать? Картина весьма удручающая. Ну, делать примерно то, что, простите за такую постановку себя в пример, но делать примерно то, что делал я. Идти в школу и пытаться вырастить поколение интеллектуалов. Тем более, что новое поколение как раз, оно, в отличие от сегодняшних обывателей, интересуется и культурой, и наукой, и проспектами будущего, какими-то картинами, которые сегодня практически запрещены, пытаются строить картины будущего. Вы знаете, что более крамольного жанра, чем прогноз, в России не было, потому что после путинской России это для Путина уже техчайшее оскорбление. Он не может поверить в то, что будет такая cancel culture, которая его самого отменит. Отменит, обязательно отменит, и довольно скоро. Но для того, чтобы выросла эта культура отмены, нужно растить других людей. Людей, которые не боятся сложных слов, которых интересуют глобальные проблемы, которые читают умные книжки. Просветительство – единственный ответ на вызов нацизма, что и показала нам вся история 20 века. Мы все еще в начале программы, но так резко набрали обороты. Давайте про культуру отмены. Это очень интересно, учитывая вот эту заочную полемику между Владимиром Путиным и Роулинг, например. Но я хочу вас в целом спросить. Ладно, тоже что вы Владимира Путина ставите в один ряд с Роулинг? Владимир Путин – политический деятель эпохи Роулинг. Ну что вы серьезно? Я тут с вами согласна. Конечно, это не полемика. Это походя она, так сказать, ответила, походя мазнула дегтем, и, на мой взгляд, совершенно справедливо. Проблема очень простая. Владимиру Путину кажется, что какие-то страшные трансгендеры и геи отменяют в Европе русскую культуру. На самом деле русскую культуру отменяло всегда то ведомство, к которому Владимир Путин принадлежит, поскольку тайная полиция всегда во все времена была агентом прошлого. И я вот сейчас пишу для собеседника большую статью о Юлиане Семенове в рубрику «Люди, которые изменили мир». Почему Штирлиц такой культурный человек и при этом принадлежит к той самой разведке, к тому самому ведомству? Потому что все тайные службы, все спецслужбы вообще всегда стоят на страже архаики. Они всегда агенты прошлого. Только Штирлиц при этом хоть немного начитанный человек. А сам Семенов, он искренне полагал, почему он сотрудничал с КГБ и не скрывал этого совершенно. Потому что КГБ защищало ту матрицу, в которой он был возможен. А в этой матрице ему очень комфортно было существовать. Когда КГБшник защищает культуру, всегда надо помнить, он защищает свое представление о культуре, свое представление о сакральности, когда сакральна власть и так далее. На самом деле у Владимира Путина нет более страшного врага, чем Роулинг, потому что она изобразила его. Наш Вован де Морт
это абсолютно срисовано оттуда. И все, что его создало, все, что ему предшествовало, описано у нее с исчерпывающей точностью. И мне хочется словами Дамблдора напомнить ему то, что Дамблдор сказал Тому Редлу. Том, мальчик мой, есть вещи похуже смерти. Интересно, есть ли вы, например, во вселенной Гарри Поттера? Ну, какой-нибудь персонаж типа Дмитрия? Ну, есть, конечно, понимаете. Я принадлежу к пуффендуйцам. Я арт-саламандр, который любит животных. Ну, в данном случае не любит животных, а контактер такой, интересуется фантастическими тварями и где они обитают. Надо сказать, что фантастические твари тоже живо интересуются мною, и я нахожусь с ними в постоянном обмене информацией. Так, ну про фантастических тварей мы тоже обязательно с вами поговорим. Всех перевоспитаем, не сомневайтесь. Безусловно. Я просто хотела сначала, вот давайте закончим с вами про культуру отмены и отмену культуры, как-то это зловеще рифмуется, но как раз вот про культуру отмены именно я хотела задать вам вопрос. Вот то, что, собственно, и должно произойти с Владимиром Путиным. Есть позиция, пусть цветут все цветы, или наверняка есть более какое-нибудь изящное выражение, придающее эту мысль. Как бы не отменить случайно кого-нибудь хорошего? Не боитесь такого исхода? Тут, понимаете, какая вещь. Опять-таки, эти люди отменили себя сами. Ну вот была большим поэтом Юна Морец, большим без преувеличения. Но ее съел изнутри комплекс неполноценности, разнообразный. И она перешла на сторону самых темных сил. Ей это казалось нонконформизмом. Кто ее отменил? Кто-то или она сама себя отменила? Было много моих знакомых талантливых людей, которые повелись на пропаганду национализма или подумали, что Владимир Путин, ну, как бы их таких закомплексованных, сделает рупорами государственности. Они на это повелись. Кто их отменил? Они себя сами. Они отменили себя настолько, что мне их имена не хочется произносить. И я их произносить не буду. А, кстати говоря, значительным питомником этого осиного гнезда стал Литинститут, который плодил закомплексованных людей. А я, потому что закомплексованный человек из Литинститута думает, я писатель, а чем вынужден заниматься? Это ужасно, конечно. Поэтому я считаю, что никакой культуры отмены не угрожает России. А люди, которые в результате оказались отменены, отменили себя сами, назначили себя союзниками военных преступников, тех военных преступников, которые сегодня создали, например, трагедию Мариуполя. Они думали, что они защищают Донбасс, но ведь трагедию на Донбасс принесли тоже они, в том числе неудавшийся писатель Гиркин Стрелков. А там и Захар Прилепин был, много этих выпусков. Я не хочу упоминать покойников. К вопросу о новых поколениях, которые вы стали обучать и воспитывать, когда ушли преподавать в школу, как раз вопрос от Светланы Сергеевны из чата. Дмитрий, здравствуйте. До войны я уповала на молодежь, думала, что только они способны изменить нашу жизнь. Но теперь вижу, что они там стреляют в людей. Я ошибалась? Да нет, вы не ошибались, просто всегда молодежь-то, она не бывает однородной. Стреляют в людей и оправдывают это совсем не тем, на кого вы уповали. Тем, на кого вы уповали, ищут новые символы протеста, например, зеленые теперь уже ленточки, символы мира, потому что за желто-голубые уже сажают сразу. Встают в пикеты с картой «Мир», а за карту «Мир» не посадишь, ее так долго навязывали. Ну и вообще постепенно наращивают внутреннее сопротивление. Постепенно тут шок проходит. А более того, очень много представителей этого молодого поколения в Украине, и это блистательные люди, такие как Катя Горностай, которая снимает новый документальный фильм вот обо всем об этом. То есть не сомневайтесь, все идет правильным путем. А то, что есть какое-то количество заблуждающихся, пока заблуждающихся, отравленных не до конца, ну, с этим надо работать. Понимаете, как правильно пишет Леонид Кроль, это очень долгая и трудная работа. Надо научиться сначала подлаживаться к ритму мысли, даже к ритму дыхания этих людей. Нужно научиться с ними разговаривать сострадательно. Да, это безусловно. Мы это сделаем. Германия справилась, и мы справимся.
Продолжая про молодежь, сегодня пришла такая, знаете, удивительная новость, пожалуй, во всем этом информационном потоке о срочниках из Петербурга, которых удалось вытащить из войны, вернуть их назад домой. Они были срочниками, которых заставили каким-то образом подписать контракт. Меня в этой новости удивило одно. Я сейчас делаю ссылку на уполномоченную по правам человека в Петербурге Светлану Агапитову, которая сказала, что к ней пришло всего 7 обращений. 6 от матерей и 1 от жены военнослужащего. Вы можете объяснить, почему женщины России, там, мамы, сестры, жены, девушки, они так легко жертвуют своими любимыми и близкими людьми? Почему этих обращений всего 7? Ну, здесь у нас есть надежная аналогия. Мы видели фашизм, мы читали свидетельства. Для многих из них было естественно провожать своих на фронт и гордиться. Это нормальная такая фашизоидность, и не нужно удивляться. Но народ действительно обработали страшно, родительские инстинкты увяли под это дело, и совершенно страшно, конечно, читать то, что говорят отдельные матери, отдельные жены, но ведь не будем забывать, что еще в 2014 году Федор Сологуб, утонченный писатель, великий поэт, выпустил стихотворение «Запасному жена». Что уж нам Господь не судит, мне и то утехой будет, что жила за молодцом. В плен врагам не отдавайся, умирай или возвращайся с гордо поднятым лицом. Я помню, Маршак назвал это монолог «Бой бабы». Этих бой-баб расплодили страшное количество. Многим людям кажется, что это они проявляют патриотизм, являют такое равнодушие к судьбе своих. Ну, подумаешь там, да? Ну, а с другой стороны, если некоторые рожали ребенка ради материнского капитала, можно ли надеяться, что они любят его? Если некоторые подкидывали детей, если некоторые засыпали в пьяном угаре, имея рядом ползающего ребенка, ну, о чем мы говорим? Деградация родительских чувств приходит с деградацией общечеловеческой, а Россию в эту деградацию погружали долго и целенаправленно. Но откуда это не любовь? Но это не любовь. Вот это важно подчеркнуть. Так. Не любовь – это термин Звягинцева. Не любовь – это в данном случае отсутствие любви. Так вот, для того, чтобы вырастить любовь, понимаете, сейчас это модно называть эмпатией, для того, чтобы выразить сострадание, умиление, вообще радость по поводу ребенка, нужны определенные усилия. Любовь – это же не только животные чувства родителей к ребенку, там, ути моя пуся. Это все-таки еще понимание, что ты растишь личность, что перед тобой новое живое существо, дитя Божье, а не только твое. Так для этого думать надо, понимаете? А то, что русское религиозное чувство деградировалось до того, что мы видим, да, храмы вооруженных сил цвета хаки, это нормально? Покажите мне в России эмоцию, которая бы не деградировала в результате 30-летнего небрежения. Именно небрежения, не просто угнетения. Для того, чтобы вырастить хорошего родителя, надо, чтобы он как минимум прочел в жизни 2-3 стихотворения. А я люблю очень, кстати, когда мне дают трудный класс, прочтите стишок. Хорошо, если наизусть кто-нибудь помнит какой-нибудь рэпчик или что-нибудь из Кровостока, это еще очень хорошо. А иногда они вообще помнят только стишки из рекламы. И то, и реклама-то уже в наше время деградировала очень сильно. Нужно возделывать. Вы так говорите, что я складываю 2 и 2 и получаю неизбежность войны. Вначале мы говорили о культе войны, о том, что это проще, чем созидать. Сейчас вы рассказываете о людях, которым никогда не нужны были их дети. Я говорю сейчас не так глубоко изящно, как это сделали вы. Таких людей много, которым никогда не нужны были их дети. Да? Но неужели Потому тогда война неизбежна? Что делают эти дети, они не знают. Спросите, когда дети им звонили последний раз, не знают. За то, что я каждый день звонил матери, многие называли меня маменькиным сынком. Но я считаю, что маменькины сынки, простите, это элита нации. А неизбежна ли была война, это хороший вопрос. Но война была неизбежна. Я помню, как Сергей Переслегин, чье имя тоже, я надеюсь, не будет забыто,
говорил, война прорисовывается на всех сценариях будущего России. Говорил это, знаете, с тем удовольствием, которого скрыть нельзя. Военное, милитаризованное сознание, конечно, и когда я писал антиутопию ЖД, мне тоже все говорили, да ну, какая больная фантастика. А сейчас это сбывается дословно, как репортаж. Прочтите там описание телепрограммы «Белая сила». Ну, Владимир Соловьев, простите опять за его упоминание, да. Владимир Соловьев покажется вам еще цветочком. Знаете, я сейчас себя поймала на очень таком малодушном осознании, что за этим словом «неизбежно» очень легко спрятаться и сказать, что мы не виноваты тогда, если это было неизбежно. Нет, минуту, понимаете, оно становится, вот это важный вопрос, оно становится неизбежным при одном условии. Если страна последовательно проходит все эти развилки, с единственной целью делать как можно худший выбор всякий раз. Делать выбор самоубийственный. Если у нее есть надежда, если она пытается выкарабкаться из этой петли, в которую сама себя загнала, у нее есть варианты. И таких развилок было пройдено множество, последних в 2014 году. Дальше, извините, некуда. Из 2014 года 22-й вытекает так же, естественно, как октябрь 17 из февраля 17. Ничего не поделаешь. Железная зависимость. Но в данном случае, простите, это за канцеляризм, в данном случае Россия делала все, чтобы ее нельзя было остановить. И предпоследняя, наверное, развилка была в 11-12. Мы тоже надеялись, что гражданское общество будет услышано. И если бы власть желала сохранить страну и улучшить ее положение, она бы услышала его, конечно. Но она предпочла закатать его в асфальт. Ну, простите нас за такую наивность. Мы не думали, что мы имеем дело с самоубийцами. Мы думали, что мы имеем дело с государственниками. А государственники оказались суицидной сектой. Ну, хорошо, ну что поделать, да? Это все равно примерно как учить секту Аум Синрикё заботиться о будущем ее адептов. Да у нее будущее одно. У всех этих адептов уложить трупами в метро и прихватить с собой как можно больше народу. Тоталитарная секта – это вещь без будущего. Вы сейчас говорите прихватить с собой, и мы, безусловно, никого не призываем, хоть в ютубном эфире, никаким подчиняющим. Нет, конечно, идея прихватить с собой Владимиром Путиным озвучена. Ну вот, понимаете, зачем нам мир, в котором не будет России? Вот, но я бы вернулась как раз к началу разговора, ко всем этим комментариям и этому стону, который зазвучал в Телеграме. Вы думаете, эти люди готовы собой пожертвовать? Они же только других с большим облегчением отправляют на смерть. Ну, готовы ли они пожертвовать собой, я не знаю, но мне всегда вспоминаются такие случаи, строчки 20-летнего Давида Самойлова, написанные на фронте. Когда себя не пожалели, планету нечего жалеть. Сейчас, секунду, подождите, я окно закрою, а то у нас тут... Давайте, я тогда... 20 раз на дню сейчас. Я тогда напомню нашим зрителям, что это программа «Честное слово». Меня зовут Нинор Сибашвили. Мы будем очень рады, если вы подпишетесь на наш канал. Пока у меня буквально несколько свободных секунд, призываю вас в чат задать какой-нибудь вопрос. И если вопрос будет хороший, я обязательно его переадресую Дмитрию Быкову. Потому что, как вы видите, разговор у нас такой, несколько возвышенный. А вот уже вернулся. Почему Дмитрий... возвышенный? У нас с вами очень трезвый разговор. Ну, понимаете, мы не обсуждаем с вами новости в деталях, хочется подумать, что это такое, знаете. А какие есть последние новости в деталях? Да война одна, Дмитрий Львович. Что тут рассказывать? Тоже вот я вспоминаю. Война, с воинственным гиканьем пыльные племена прыгают в стремена. Стихотворение 15-го года. Какого 15-го? 12-го года. Ужас. К вопросу о предсказаниях. Сейчас в соцсетях легко найти ссылку на одно из ваших выступлений 2018 года. Я понимаю, что прогнозы — дело неблагодарное, но в 2018 году в диалоге с Николаем Солодниковым вы практически расписали пятилетку. Ситуацию, я все помню. Я зачитаю для тех, кто не слышал или не понимает, о чем сейчас речь. Ваша цитата: «Быстрое нарастание абсурда», это вот прогноз на ближайшие 5 лет, «бурная деградация, короткий период откровенного фашизма»,
и вот, как говорят в интернете, вы находитесь здесь, торжества добра и справедливости. Вы можете вот сейчас, учитывая, каким точным оказался ваш прогноз, тоже нам что-нибудь напророчить? Можно не на 5 лет, можно на следующий год, полгода, сколько у нас есть? Знаете, Нино, я рискну сделать одно предсказание, которое... Я в нем абсолютно уверен, но тут же нужно еще и ваше участие. Так. Я абсолютно уверен, что Новый год 23-й мы будем отмечать в Москве на Эхе, по традиции нашей новогодней, на Арбате, в той же самой студии. Но я не уверен, что вы захотите приехать, но я захочу. Ну, может, вы будете заняты чем-то, мало ли там, может быть, у вас будет своя какая-то новогодняя программа, может, вам захочется встретить его в Киеве или в Париже. Эти два города по престижности будут равны. Ну, а я со своей стороны буду встречать Новый год там. Откуда такая уверенность, Дмитрий Львович? А я к завкафедры своей здесь подошел и говорю, вы меня отпустите на Новый год в Москву? Она говорит, да, безусловно, но только потом возвращайся, потому что контракт у тебя долгий. Но на Новый Что год же вы отпущу. такого знаете, Дмитрий Львович? Ну, поделитесь, расскажите. А это не инсайт. Поэты, они, знаете же, на прямой связи находятся с создателем всего, он им иногда так присылает 2 строчки. Иногда без рифма, но чаще в рифму. Я могу заблуждаться насчет этого года, насчет следующего все очевидно. Могу заблуждаться, но мне кажется, что не заблуждаюсь. Мне очень забавно будет с вами чокнуться чем-нибудь таким шампанским, хотя это очень мрачное будет. Годовщина, нам многое придется вспоминать, и год будет тяжелый и страшный, и много людей погибло и погибнет. Но провожать тигра мы будем там. Ваши слова дай богу в уши, как говорится. Дмитрий Львович, теперь давайте к тварям вернемся. Сейчас такой бас с небес. Да я слышу. Ну, наверное, может быть. Сообщение прочитано, знаете, и там 2 галочки. Давайте к тварям вернемся, Дмитрий Львович, тем более, что вы тоже большой знаток, может быть, не по своей воле. Я не знаю, обратили ли вы внимание на историю с отравлением Романа Абрамовича. Вот уж не знаю, было или не было, но, скорее всего, отравление было. Почему? Они не умеют по-другому решать проблемы. Уж, к сожалению, у вас тоже можно, к вам тоже можно с этим вопросом обратиться. А я не знаю, левая рука там знает вообще, что делает правая. Ведь Абрамович сейчас выступает в функции спасителя лица. А кому-то, видимо, наверное, силовому клану не хочется. А кто-то уже спешит сказать, что это пиар Абрамовича. Не знаю, я к Абрамовичу отношусь серьезно и уважительно. Мне его участие в ситуации нравится. Но то, что он помогает спасти лицо Владимиру Путину, или в данном случае российской армии, для меня не принципиально. Мне важно, что он помогает остановить кровопролитие. А будет ли эта миссия успешной, я не знаю. Но я допускаю, зная этих ребят, я допускаю, что его могли попытаться остановить таким образом, как остановили Политковскую, когда она пыталась разрулить Беслан. Пусть, может быть, спорным способом, пусть Масхадов не казался мне идеальным разруливателем Беслана, но он мог решить проблему. А вот Абрамович может решить проблему. То, что ему мешают, я допускаю. Я не уверен, но допускаю. Подождите, но разве война это не то, что под чем будет погребен условно Владимир Путин с маленькой буквы? Вот Роман Абрамович как будто бы сейчас вот подпирает буквально это здание, которое вот-вот обрушится. Зачем стрелять, не стрелять? Зачем травить Романа Абрамовича? Нет, как раз не обрушится. Они абсолютно уверены, что Владимиру Путину надо выйти из этого с минимальными имиджевыми потерями. Думаю, что Абрамович способствует именно этому. Потому что перемирие будет подано как гуманность. Мы не захотели добивать Украину. Мы могли, но мы же гуманны даже с нациками. Они нацисты, с ними нельзя разговаривать, но мы щадим деток. Вот это так будет подано, и вы это увидите. Мне так интересно, на самом деле. Вот буквально вчера все обсуждали предварительные итоги переговоров российско-украинской стороны. И сложилось, может быть, ошибочное впечатление, вы меня, пожалуйста, поправьте, что Россия напала на Украину. Было убито огромное количество людей, некоторые города разрушены практически под ноль. И теперь
лишь бы вот эти смерти прекратились, украинская сторона говорит: ладно, давайте, мы не будем вступать в НАТО, вопрос с Крымом будем решать следующие 15 лет, вопрос с Донбассом тоже будем решать отдельно. Это как так получается? Путину можно все? Украинская сторона и не собиралась вступать в НАТО, начнем с того, что и не собиралась размещать у себя никакие наступательные вооружения, и не собиралась захватывать Белгород и Ростов, как сегодня об этом говорят многие безумцы, начиная с Александра Григорьевича Лукашенко. Но, безусловно, пусть он не обижается, безумец – это самое мягкое, что можно о нем сказать. Можно ведь сказать еще и садист, и мясник. Так вот, безусловно, для Украины это было бы тяжким компромиссом, и многие в Украине совершенно справедливо негодуют, за это ли гибли наши партии. Но, видимо, Зеленский, что и видно из его последнего интервью, остается прежде всего человеком и хочет остановить смерти, а там решим. Хочет, чтобы люди, по крайней мере, вернулись по домам. Хочет получить мирную передышку для того, чтобы восстановить силы. А прав он в этом или не прав, я не могу судить. Я не могу принимать такие решения. Ему выпало невероятно тяжкое бремя, и пока он очень достойно справляется. А я одно могу сказать, что Россия в этой ситуации без переговоров или с переговорами выглядит одинаково непрезентабельно. Кто начал, все видели. Ну как, вопрос в том, что продать эту войну можно очень по-разному, и российская пропаганда... И да и продавать не надо, даром возьмут. Что вы, какое продавать? Они уже все для себя решили. Там нацики, да, мы к ним по-доброму, мы любим украинскую песню «Нич така місячна», мы любим борщ, мы любим котлету, мы любим эту страну, мы готовы с ними есть сало и винегрет и все, что хотите. Но они в плену у нациков, они еще не поняли, им надо помочь, немножко их поубивать, встряхнуть, чтобы они поняли, друзья, мы, любить надо нас. И тогда мы опять будем петь «Нич така месячно». Ну вот они так выглядят, понимаете? Они вспоминают, как они в Киев ездили, как им было там хорошо, как их все радостно принимали. Но у народа помрачение, надо их немножко поубивать, и они придут в себя. Так выглядит их мысль, так, ну это, простите за такое слово, так выглядит их картина мироздания. С этим надо работать. Я-то ездил в Киев много и в последние годы. Надо им показывать, что происходило в Киеве. Что Киев не был однороден, что в Киеве происходила бурная политическая борьба и постоянные демонстрации, что не только никакого нацизма, но никакого намека на единомыслие там не было. Там было все, что Россия себе запретила. Политическая жизнь, дискуссии, нормальные медиа. Все было. Надо это объяснять. Но ведь, понимаете, с зомбированными тоже нужно как-то работать. Я напоминаю, что в фильме Джармуша последнем как раз там все время повторяли: это же зомби, им нужны педагогические усилия. А вы большой оптимист, Дмитрий Львович. Кстати, именно за оптимизм вас и хвалят в нашем чате. Но я хочу обсудить с вами немного другую сторону вашего оптимизма. Я не оптимист. Послушайте, я не оптимист. Ну как, вы думаете, учитель, что зомби можно исправить, но есть самый настоящий... Потому что я учитель. Моя проблема, мой вызов интересный, который я получаю, это прийти в сложный класс, ну, к вам же и не попытаться этому сложному классу рассказать об удовольствиях более высокого порядка, чем плеваться жеваной бумагой, понимаете? Дмитрий Львович, ну к вам же не зомби приходят, к вам приходят, ну, по-разному, еще не сформировавшиеся до конца знаете, личности. Назовем это так, чтобы не употреблять ужасное слово «зомби». Давайте. Кстати говоря, вот те, кто придумал символ Z, когда-нибудь нам расскажут, что они именно это имели в виду. Ко мне приходят педагогически запущенные дети, опять через Z. Педагогически запущенные, недолюбленные, неинформированные и так далее. Моя задача, прежде всего, вот это очень важно, это мой главный принцип, прежде всего внушить им высокую самооценку. Им очень долго внушали, что они самые худшие и ничего хорошего недостойны. Я им внушаю, что они просто недооцененные. И они быстро начинают набирать самооценку, а кто хорошо о себе думает, тот хорошо себя ведет. Тот читает книжки,
тот пытается преодолеть комплексы, тот соответствует завышенному представлению о себе. Внушайте человеку, что он хорош, и он будет. Помните, как у Слепакова? Люди мои, в помрачении души, не забывайте, что вы хороши. Надо напоминать людям, что они хороши. Так мы великие, Я Дмитрий уверен. Львович, мы великие, мы сильные, нас все боятся. Мы не великие, мы не сильные, мы самые умные. Да? Но это опять-таки я ссылаюсь на роман «Государь всей Осетии», где сказано у Житинского: мы самые добрые, мы ни над кем не хотим доминировать. Нужно внушать людям, что они милосердны, а не то, что они могут всех убить. Убить всех может любой идиот, это нетрудно. Интересно, сколько на это должно уйти времени, чтобы, Очень мало, немного. перевоспитать. Понимаете, все эти разговоры, что должно уйти много времени, понимаете, уже в 1947 году Брехт показывал свои спектакли в Берлине при овациях. А считали все, что он предатель и изменил великому делу национал-социализма. Томаса Манна все звали обратно, он, правда, умный оказался и не поехал. Но это же раскаяние происходит стремительно. Более того, эти раскаявшиеся начинают сразу бежать впереди паровоза. Это очень, или, как я люблю говорить, плыть впереди Титаника, это немножко заразительно. Но клянусь вам, что реабилитация людей, она занимает очень мало времени, потому что душа по природе христианка. Вернуться в состояние добра, любви, умиления для людей гораздо проще, чем бесконечно накручивать себя и заниматься этой ракетной мастурбацией, наглаживать ракету в надежде, что она вылетит. Я думаю, что реабилитация российского населения – это 2-3 года. Подождите, но как же тогда душа христианка решилась на войну? Вот, понимаете, еще раз говорю, когда людям запрещают делать все хорошее, они склоняются к плохому. Но давайте попробуем вспомнить, что хорошего можно было делать человеку сначала в ельцинскую, а затем в путинскую эпоху. Ельцинская эпоха – это бешеное накопление, отказ от своей профессии, вообще от профессии, жажда урвать, да? Хватать столько суверенитета и столько прибыли, сколько получится, постоянно потакать худшему в себе, худшему. А лучшее предложено было отложить до лучших времен. Ельцинская эпоха была абсолютно растлительной. Я ненавидел 90-е годы и много об этом писал. Посвободнее было, да? А путинская эпоха – это все то же самое, но еще и минус свобода. И тоже посмотрите, сколько карьер было сделано, сколько людей абсолютно ничтожных во всех отношениях попало в госструктуры, в чиновничество, в пропаганду, сколько мерзавцев зарабатывали своей мерзостью. Они надеются, что обойдется. Я думаю, что преследовать-то никого и не будут. Страна радостно расправится, как легкие после болезни, расцветет и не будет преследовать весь этот помет. Но вообще-то они напрасно так надеются. У нас мы не злопамятные, мы просто злые и память хорошая. Нигде они не скроются, не волнуйтесь. Да? Но другое дело, что я против того, чтобы вешать. Смертных казней не будет. Будет сделан телеканал «Говно», и на нем они все в коричневой униформе будут продолжать делать все то же самое. Чтобы ломка для людей была не слишком явной, да? Чтобы они, заменить героин метадоном. Они будут там продолжать свои ток-шоу, свои фильмы «Крымский мост», свою международную пилораму, только в коричневой униформе и все время вот с этим логотипом какашка в углу правом. Мы это сделаем. Я думаю, если им предложить альтернативу, они согласятся. Мы буквально с вами вот сейчас приземляемся на те же грабли, на которые мы с вами наступили. Это же очень добрая, веселая идея. Нет, это очень добрая и веселая, но мы точно так же смеялись над всеми этими шоу, той же пилорамой, например, смеялись вот в таком, понимаете, в снисходительном, что ли, тоне. Потому что мы понимали, что это глупость. Нет. Но это же действует на некоторых людей. Но это же продолжает действовать. Конечно, действует, но мы будем относиться к ним без ненависти. Здоровая брезгливость. Вот все, что нам понадобится. Здоровая брезгливость не спасла нас
от войны? Почему? Спасла. Мы с вами не стали такими, как они. Надо же спасать, не надо спасать, как говорит Борис Борисович Гребенщиков. Всех спасти нельзя, но отдельным помочь можно. Так что, конечно, помогла. Брезгливости надо насаждать. Я не очень люблю Довлатова, но Ефимов Игорь совершенно прав, когда ему пишет «Ваша муза, муза брезгливости». Брезгливость – хорошая черта. Нужно иногда немножко дистанцироваться. И вот я уверен, что у этого канала «Говно» будут огромные рейтинги. Господи, Дмитрий Львович, ну ровно из-за того, что условный западный мир дистанцировался. Это наша приглашенная звезда. Мой главный зритель идет ко мне сюда, иди же сюда, мой главный зритель. Так долго он был отключен от эфира, но теперь-то, наконец, он приполз. Я просто знаю, кто сейчас появится у нас в эфире. Ну, вот покажите, его не видно. Не видно, Дмитрий Львович. Вот покажите поближе к камере. Куда еще ближе? Вот она сидит, Россия будущего. Уважаемый Шервуд Дмитриевич, можно ли вам задать вопрос? Да. Скажите, ну разве не то же самое произошло? Произошло с Россией, когда, может быть, от чувства брезгливости, может быть, руководствуясь каким-то другим чувством, условный Запад отгородился. Это вот то, что Путин ставил им вину в 2007 году и во всех других своих выступлениях. Разве не то же самое произошло? Не то, что вы сейчас предлагаете сделать внутри? Как же он отгородился? Ну, послушайте, он же до последнего момента порывался воздействовать на ситуацию, условный Запад. А они же все действия условного Запада, эти люди, интерпретируют в своем духе. Не могут простить Бушу его ножек, не могут простить гуманитарной помощи. Запад искренне пытался угрозами, ласками, посулами договориться. Кстати, не без своей выгоды, потому что Западу тоже выгоднее торговать, чем санкционировать. Но на это ответ был один. Надо же дело разорвать с Западом и опереться на Китай. Китай, кстати, тоже совершенно как-то не рвется и несколько дистанцируется от этой липкой любви. Но они, тем не менее, лезут. И, конечно, с точки зрения Запада, понимаете, ведь коллективный Запад всегда повторял, мы не враги русских. Русские захвачены, но мы горячо солидаризируемся с ними. И даже варшавская речь Байдена, которую можно очень по-разному оценивать, но мне она нравится, она все время исходит из одного. Богом клянусь, этот человек не должен оставаться во власти. Но это не значит, что мы будем убирать его оттуда. Мы сочувствуем русским. Где же здесь ненависть? Не знаю. Хороший вопрос. Понимаете, откуда же взялся этот культ ненависти? С чего-то же мы вдруг решили, что Запад Россию ненавидит? Я по себе хорошо знаю, когда ты долго не любишь, ненависть становится твоим завтраком и обедом. Понимаете? Да? У меня были в жизни периоды довольно мрачные, когда я был одержим, например, ревностью, или ненавистью, или мстительностью. К этому привыкаешь, на это подсаживаешься. Из этого начинаешь даже извлекать такую энергию ресентимента, такие стишки этим продиктованы. Это бывают не дурные стишки, как, например, у Бродского. У Бродского вся его любовная лирика, а не только на независимость Украины, вся его любовная лирика – это ресентимент, да? Развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Это все такой триумф мстительности и злобы. Когда у тебя долго нет любви, ты превращаешься в образцового злопыхателя. Но, слава богу, всегда как-то на мой закат печальной любовь блестела улыбкой прощальной, и я понимал, что это гораздо приятнее. Ты начинаешь замечать пейзаж вокруг себя, ты начинаешь быть благодарен Господу, у тебя случаются какие-то простые открытия, простые радости, и это гораздо приятнее. Надо просто, понимаете, как Игорь Северянин, помните, говорил: «Эй, мальчик со сбитнем, попробуй, ей-богу, похвалишь, дружок, попробуй быть человеком, это очень симпатично». Последний вопрос, наверное, у нас осталась буквально минутка. А где эту любовь найти для целой огромной страны? Знаете, здесь у нас есть объект. У нас потрясающие дети.
Помните этот анекдот? Японец возвращается из России, что на вас произвело? Дети. Почему? Все, что вы делаете руками, ужасно. Дети у нас чудесные. Вот давайте любить детей, как минимум, и просто их жалеть, просто не посылать их на войну. Не думать о том, что какие-то абстрактные американцы их отравят или сделают из них геев. Просто любите ваших детей пушистых, и жизнь ваша станет пристойна. А напоминаю, украинскому народу моя любовь, восхищение и солидарность. Российскому тоже. Спасибо большое. А российским подонкам моя ненависть. Договорились. Я надеюсь, что Пока. каждый всего Увидимся. получит. Спасибо. Увидимся. До встречи. Пока. Спасибо огромное. Я говорю Дмитрию Быкову. Это был писатель, журналист, поэт, который сегодня составил компанию мне в программе «Честное слово». Спасибо большое всем, кто пришел на премьеру и слушал наш разговор в прямом эфире. И отдельно спасибо всем, кто посмотрит это интервью в записи. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, потому что будет много интересных гостей в следующих выпусках. А я с вами прощаюсь. Меня зовут Нинор Сибашвили. Всего доброго.